Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. У нас сегодня очередная красота невероятного цвета. Бирюзовая шаль. Очень красивым нежным узорчиком. И обвязочка у нас тоже есть. Вот такого плана. Шаль вяжется очень просто. Узор легко запоминается и легко вяжется. Раппорт узора буквально 3 рядочка, которые нужно связать, а потом делать только повтор. И все. И самое, что еще приятно, у нас есть схема. Это всегда радует. Схема хорошая, четкая, понятная. То есть можно всегда связать по схеме. Можно посмотреть видео мастер-класс. Я показываю, как мы начинаем вязание. Шаль у нас круглая, то есть у нас она такая нестандартная, а очень удобная для того, чтобы в нее завернуться и вот в такой красоте ходить, получать удовольствие. Смотрим, как вяжется эта красота. Сегодня у нас замечательная схема, очень интересная, красивая, узор и с петлями Соломона. Схемочка яркая, четкая, а есть еще вот такие невероятно красивые слонимские ниточки. Это цвет бирюза, мой любимый цвет. То я уверена, что очень красиво все получится. Мы начинаем вязание. Я вот зачеркнула ручкой то, что нам не нужно. Так можно было связать это пледом. Мы будем вязать 3 части. И получится круглая шаль, как многие любят, с хорошим расширением. Начинаем вязание, набираем 12 воздушных петель в круг и вяжем столбик, 2 воздушные петли, вернее 2 столбика, и между ними петли Соломона. Вот смотрите, вот такое вот обозначение, вот такая вот петелька, это обозначение петель Соломона. И мы сегодня будем вязать петли Соломона, это очень красиво. Это не сложно, на самом деле. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по узору, по схеме замкнули в кольцо. И наша задача провязать 1, 2, 3, еще один столбик, 2 воздушные петельки, такой веерочек я называю этот узор, 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика, между ними 2 петли Соломона. Смотрите, петля Соломона мы вытягиваем чуть-чуть, совсем на полсантиметра, вот, вводим крючок в саму петлю, а теперь вот в образовавшееся окошечко тоже вводим и провязываем вместе 2 петельки. Получается петля Соломона. И еще вытянули петлю, провели ее внутрь, и теперь в большую такую вот петельку вводим крючок и вяжем, провязываем вместе. Теперь просто 2 столбика, 2 воздушные петельки, 1, 2 и еще 1, 2. Наша задача повторить наш узорчик 4 раза, не замыкая в круг. У нас же будет шаль. А если бы мы вязали плед, то можно и замкнуть в круг. 2 петли Соломона и продолжаем вязание. 1, 2, 2 воздушные петельки, 1, 2. Вот. И последний. 2 петли Соломона. Такие небольшие. Вытягиваем прям совсем на немножко, чтобы петля Соломона была маленькая. И провязываем. Так, закрутилась ниточка. Провязываем 2 столбика. У нас с вами будет 3 секции. Они будут повторять абсолютно друг друга.
И узорчик у нас будет вот среди, между веерочков. У нас раз, два, три, 4 веерочка. Идем дальше. Разворачиваем вязание. В самый центр столбик соединительный. 2 воздушные петельки подъема. Аккуратнее смоется. 2 воздушные петельки. Еще 2 столбика. То есть вот в самом начале и в самом конце у нас всегда будет вот такой вот заключительный веерочек. Смотрим, что мы делаем дальше по схеме. Провязали наш веерочек, петля Соломона, и мы, нет, вот петля Соломона и столбик, 3 воздушные петли и столбик. То есть мы вяжем галочку для того, чтобы в следующем ряду связать уже вот такой красивый узорчик, как похож на ананас. И он очень красиво будет смотреться. То есть смотрите, получается, мы опять вытягиваем петлю Соломона, провязали ее, а теперь вот там, где у нас 2 петли Соломона, в центр провязываем столбик с накидом, 1, 2, 3 и столбик с накидом, петля Соломона, провязываем нашу галочку, вот она, вернее не галочка, а веерочек. Два столбика и 2 воздушные петельки. Я думаю, это запомнить легко. Вот. Наша задача вот такой узорчик связать. Петля, галочка, петля Соломона. Вот. И повтор. Свяжем точно так же здесь. И точно так же у нас получается 1, 2, 3 повтора. Уже получается вот такая ажурная красота, хотя мы связали всего лишь 2 рядочка. Но все-таки, да, ниточки имеют значение. Вот наш веерочек. Поворачиваем в обратную сторону. Соединительным столбиком переходим в центр и вяжем. Ну, тут надо либо 2, либо 3. Можно 3, конечно, попробовать. А я обычно вяжу на повороте 2 воздушные петельки. Ну, можно и 3. Чтобы удлинить. Да? Вот. Веерочек будем вязать всегда одинаково. Тут уже вы не запутаетесь. Петлю Соломона вяжем. И опять по центру, там, где у нас петля Соломона и галочка, в саму галочку наша задача провязать, насколько я помню, 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. И опять петля Соломона. Узор несложный, запомнить его легко. Последовательность всегда будет повторяться. Вот, наша задача провязать 7 столбиков с одним накидом в галочку, которая у нас уже есть. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали, петля Соломона и наш веерочек завершающий этот узор. У нас получается 3 клина с вами, да? 3. Для того, чтобы шаль была с очень хорошим расширением, прям совсем. Если вы не хотите такое большое расширение, можно связать 2 клинышка. Схема есть, по ней очень хорошо и четко видно, как это все вяжется. Вот такие петли Соломона, красивые. Они всегда придают шалечке, да любому вязанию, красоту. Вот все. 2 клина вяжем точно так же. 1 и 2. Вот таким образом. Довязали рядочек, в котором столбики с одним накидом. Провязали веерочек, разворачиваем в обратную сторону. И смотрите, после того, как мы провязали вот эти столбики, мы начинаем вязание нового узора. Что значит нового узора? Мы вяжем не одну петлю Соломона, а 2. То есть идет
начинается расширение. Провязываем 1 и 2. 2 петли Соломона. 2 петли Соломона. Узорчик у нас, столбики без накида, продолжается очень легко, не задумываясь. 7 столбиков без накида. И не 1 петля Соломона, а 2. Это тоже очень легко запомнить. Только провязали столбики с одним накидом, у нас начинается расширение. Вот оно. Вытягиваем петельку. Еще одну. И провязываем веерочек. Веерочек провязали. И опять 2 петли Соломона и узор. То есть здесь легко запомнить. Веерочки мы провязываем всегда неизменно. Они у нас получаются 3 клинышка. По центру узор, веерочек, веерочек. Все, идет повтор. На схеме это выглядит таким образом. Смотрите. Вот наш первый узорчик. Только мы провязали столбики с накидом. И вот следующий узор. Вот 2 петли Соломона, петли без накида и 2 петли Соломона. В следующем ряду идет повтор. Петля Соломона, галочка, которую мы вязали в самом начале, и петля Соломона. Раз, два, три, 3 узорчика у нас всего будет на уменьшение идти. Провязываем остальные клинышки точно таким образом. Еще 2 повтора. Еще один рядочек мы завершили. Переходим на новый ряд, вяжем наш веерочек. И дальше у нас идет повтор того рядочка, того начала, который мы с вами вязали. Вот у нас 2 петли Соломона. Вяжем 1 петлю Соломона. У нас идет такое расширение. Петля Соломона в центр вот 2 петель Соломона. Наша задача провязать галочку, то есть столбик с накидом 1, 2, 3 и столбик с накидом. То есть то, что мы вязали в самом начале. Вот наша галочка. Точно так же мы вяжем и здесь. Петля Соломона. И основной узор, раз мы начали новый, а основной, по логике, да, мы уменьшаем. Пропускаем первый столбик, вяжем второй. И получаем не 7 столбиков без накида, а 5. То есть не довязываем первый и последний. Вот. Петля Соломона. И новый узорчик начинаем с этой стороны вязать. То есть в шахматном порядке вяжем старый уже мы сокращаем, новый начинаем вязать. Петля Соломона, веерочек и дальше повтор. 2 воздушные петельки. Вот. Что у нас получается? Вот такой основной узор. Вот он у нас идет. Мы начинаем заново один узор, второй, а по центру мы сокращаем. В следующем ряду мы вяжем все точно так же, то есть петля Соломона, 7 столбиков с одним накидом, а тут мы провязываем только 3 центральных столбика без накида. Вот такая основа у нас получается, даже больше квадратная, да, не круглая шаль, но тем не менее с очень хорошим расширением и с очень красивым узорчиком у нас продвигается дело дальше. Смотрите, у нас был один узорчик, теперь раз, два в шахматном порядке. И как только я один рядочек провязала без вас, я все объяснила, это повтор, да? То есть там, где была галочка, мы провязываем 7 столбиков. Также петля Соломона везде. А по основному старому уже узорчику провязываем не 5 столбиков, а только 3 без накида. И теперь последний рядочек моего объяснения, потому что остальное будет только повтор. Вот наш боковой веерочек. С соединительным столбиком переходим в центр, провязываем 3 воздушные петли подъема и столбик, 2 воздушные петли и 2 столбика. Вот. Как только мы провязали столбики с одним накидом, у нас начинается расширение. Расширение у нас начинается из 2 петель Соломона.
Раз и два. 2 петли Соломона провязали. Там, где у нас просто столбики с накидом, мы вяжем столбики без накида 7, как было изначально. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 2 петли Соломона, 1 и 2. То есть там, где у нас первый узорчик, вот он у нас внизу, мы его не вяжем, мы просто вяжем сверху 2 петли Соломона, чтобы в следующем ряду начать новый узорчик. В следующем ряду это в самом центре раз, в самом центре 2 петель 2 и в самом центре 2 петель 3. То есть у нас будет не 2 узорчика, а уже 3, а потом и 4 и 5. И дальше. Вот такая схема. Очень интересно. Единственное, что, знаете, расширение идет слишком большое. Я вот подумала, что я вижу раз, два, 3 узорчика. Это слишком много. Я весь узор, вот он у нас есть. Все понятно, все красиво. Я думаю, что если вы не хотите большое расширение, то можно связать только раз и два. 2 клинышка, и это будет очень красиво. 3. Оно, конечно, будет вот так вот закручиваться хорошо, красиво. Может быть, да? Может быть, и вот так оставить. А можно провязать 2 клинышка вот так, и будет красивая шаль. Как вы думаете? Все остальное повтор вяжем по узорчику. Узор легко запомнить. Смотрите видео с самого начала, и все начинается вот с одного узорчика и постепенно увеличивается. В следующем ряду мы вяжем раз, два, уже 3, потом 4, 5 и так далее. Предлагаю попробовать освоить замечательный, красивый, невероятно интересный узор для шали. Такая красота получается. Я когда начала вязать, шаль получалась квадратной. Какие-то вот углы были некрасивые. А когда уже провязала какую-то часть побольше, да, получается очень красиво. Красиво. Узорчик невероятно такой вот красивый, ажурный. И всего-то 3 рядочка повтора. Настолько она просто вяжется. Вот наш уголочек. То есть можно вязать, я вязала 3 схемочки, да, а можно связать, допустим, 1-2 по центру, только вот основной узорчик. Вот. И получится не круглая шаль, а такая классическая. Если связать 3 узора, тогда уже получится круглая. И очень красиво ложится на плечи. Такое прекрасное дополнение гардероба. Может быть, знаете, бактусом вот так вот сложить. И вот такая красота у нас получится. Узор очень простой. Предлагаю его просто посмотреть. 3 рядочка, которые вяжутся все время одинаково и повторяются. Что хотела еще сказать. Смотрите, у меня на схеме есть обвязочка. Вот она такая. Достаточно симпатичная. И предлагаю ее тоже связать, чтобы придать завершенность нашей красивой круглой шали. Обвязочку мы начинаем вязать прям с самого начала. Вот наш веерочек. Переворачиваем обратную сторону в центр. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, 3 воздушные петельки. Это у нас с вами петля. В третью петлю вот так вот провязываем пико. 1 воздушная петелька. И в центр наша задача провязать раз, два, 3 столбик с накидом. 3 воздушные петельки, которые провязываются вместе, пико образуется. Между ними воздушная петля. Таких столбиков красивых у нас будет 4. 3. Воздушная петля. Вот еще один столбик. Раз, два, 3. Соединяем. Теперь у нас идет петля Соломона. Петля Соломона. Мы доходим до следующего узорчика. Вот на этом узоре, где мы провязываем столбик, 3 воздушные петли и столбик,
как бы начинаем для нового узорчика, да, вот в этом месте мы начинаем обвязку. Завершение 1, 2, 3. То есть тут у нас идет столбик, пико и воздушная петелька между ними. И вот таким образом наша задача все обвязать. Раз, два, три. Там, где у нас... Сейчас мы дойдем до нашего узорчика. Я покажу, как мы там будем переходить. И уже обвяжем самостоятельно нашу красивую шалечку. Бирюзовый цвет придает ей необыкновенную красоту. Вот, 4 провязали. Теперь у нас петля Соломона. Петля Соломона. На основном узоре у нас, смотрите, 5 столбиков. Мы вяжем центральные 3. 1, 2 и 3. Провязали. Петля Соломона. И опять начинаем столбики и пико. Наш треугольничек. Вот такой узорчик получается. Петли Соломона, согласитесь, прям очень красиво играют. И вот такая обвязочка очень симпатичная получается у нас. Помните, да, что галочку связали, 7 столбиков с одним накидом, 7 столбиков без накида, 5 и 3. Такая красота. Обвязываем, и наша шаль готова. Такая вот красота получилась. Обвязочка очень красивая, такая нежная, и создает завершенность, да, работе нашей круглой, красивой, очень с интересным узором шали, бактусу. Тут уже свяжете больше, будет шаль, свяжете меньше, получится бактус, который будет красиво на шее лежать, греть своей красотой, и не только. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. На самом деле узорчик очень симпатичный, легко вяжется. Не бойтесь пробовать. Всегда можно взять какой-нибудь клубочек пряжи и попробовать начальный там узор провязать. Я уверена, что он у вас получится. Узорчик красивый, легко запоминается и быстро вяжется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте своих подружек. Будем вязать красоту вместе. До новых встреч!